101 факт о Казахстане, но сперва вы посмотрите, что у меня сзади. Он просто сумасшедший. Да ты услышал мои молитвы? Да, это новенький стул от DX Racer, и я невероятно счастлив. Сейчас важно, я не собираюсь вам байтить или продавать эту качественную кожу, продуманную форму с подушками, которая реально поддерживает спину. Я в шоке, что проводя большую часть жизни за компьютером, я проводил на обычном офисном кресле, причем он мне казался удобным. Все регулируется, опускается, нереально крутой стилек, в котором себя чувствуешь на 200%. И по промокоду ZARAS вы получите 10% от цены. Если бы я сейчас думал, какой подарок себе сделать, чтобы и полезно, и приятно, стул и стол от DX Racer. А стол тоже от них, Generic Comfort, тоже очень качественный, рассказывал вам раньше. Ссылочка на кресло, стол, промокод в описании и комментариях, обязательно переходите. Ну а теперь к Казахстану. Вы будете удивлены, ведь именно Казахстан вывел нашу планету в космос. С казахстанского космодрома Байконур был совершен первый в мире запуск спутника на орбиту. Именно Байконур является первым, а также крупнейшим космодромом в мире, и именно с него 12 апреля 1967 года был отправлен первый человек Юрий Гагарин. Сейчас ежегодно с Байконура выпускается более 20 ракет, выводящих на орбиту людей, спутники и снаряжение. Только недавно этот рекорд побил Илон Маск со SpaceX и американский Canaveral. За всю же историю эксплуатации космодрома с 1955 года было совершено около 5000 запусков, более 3500 из которых космические. Но, конечно, не только Байконуром может славиться Казахстан. Страна со столицей, считающейся масонской столицей мира из-за своей архитектуры, занимает 9-е место по площади в мире и первое в Центральной Азии. Это 2 724 900 квадратных километров, у которых нет выхода к морю. Ведь Каспийское море на самом деле не море, а самое большое озеро в мире. По факту в недрах этой большой территории страны можно найти все элементы таблицы Менделеева. Также на ней расположены 4 часовых пояса, хотя формально числится всего 2. В Казахстане проживает около 130 национальностей, среди 19 666 тысяч человек, 42% казахов, 37% русских, 5% украинцев, 4 немцев, по 2 узбеков и татар. Обычно говорящих на 2 языках, ведь русский является государственным наравне с казахским, и даже фильмы зачастую транслируются только на русском. Казахский же алфавит состоит из 42 букв, 33 из которых как раз русские, а остальные 9 лишь специфические звуки некоторых из них. Такое распространение русского языка сложилось из-за многочисленных ссылок во времена как Российской империи, так и Советского Союза. Так, во времена Великой Отечественной войны на территорию Казахстана было эвакуировано 400 тысяч людей и 220 промышленных предприятий. Все потому, что по большей части страну не коснулись военные действия. Вся территория республики является единственной в СНГ и одной из немногих в мире стран, уладивших все территориальные споры на границах. Одна из них, границы с Россией, является самой длинной в мире. И почти все эти границы были обрисованы аж в 1470 году с образованием первого казахского государства, казахского ханства. Казахское ханство стало наследием империи Чингисхана, ведь образовалось при распаде Золотой Орды и ханства Абулахаира. Казахский народ в одном государстве стал включать в себя аж 200 родов, и для каждого казаха по сей день род — это не просто фамилия, и знает своих предков по 7-е поколение. Традиция называется жетыат, и в старые времена все эти 7 поколений несли ответственность друг за друга. Такой же традицией, не померкшей сквозь века, осталось и острое гостеприимство. Все мы наверняка видели богатые столы дастарханы и блюда казахов, принимающих гостей. Нельзя не упомянуть и эти самые блюда казахов. Это бешбармак с лапшой ручной лепки, говядиной или бараниной с ароматными специями, сочный куэрдак с луком, картофелем, другими овощами и бараньими органами. Также казахи обожают колбасу из конины, называемую казе. Любят они ее настолько, что существует рекорд за 100-метровой колбасой весом в тонну. К казахским блюдам можно отнести богатый мясом баранины плов, палау, манты и, конечно, булочки баурсаки из особого теста. Ну и на все это у казахстанцев, конечно же, есть деньги, ведь большинство жителей страны живут более чем на $250 при средней зарплате в 650. Национальной же валютой государства является тенге, и именно от этого казахстанского слова произошло русское слово «деньги». Валюта считается одной из самых защищенных в мире, а в период с 2011 по 2013 годы банкноты тенге признавались самыми красивыми на планете. Максимальный же номинал этих банкнот равен аж 20 тысячам, а самая дорогая монета равна 200 тенге. Из
традиций же еще стоит выделить Карымдык – щедрое вознаграждение за радостную весть и успехи родных. А среди празднований нельзя упустить Безик Той – праздник у колыбели ребенка на 3-й день после рождения. Также казахи выделяются и в изобретательности. Они стали первыми в одомашивании лошадей, создании всех принадлежностей для наездничества и ведению в обиход колесниц. В наше же время доктор Алшинбай Рахишев поставил лазерное излучение на службу здоровью, открыв его полезное влияние для всего мира. Казахи придумали средства для использования клеток человека заживления длительных наружных травм, а также клей для соединения тканей. Вне медицинской сферы выделилось изобретение нового вида аккумуляторов, до 500 раз более практичных, чем современные. Нефтяная же отрасль Казахстана помогла в изобретении спонжей и фильтров для сбора различной нефти, несущей огромный вред окружающей среде. И красотами этой самой окружающей среды Казахстан тоже богат, несмотря на известность своими степями, которые занесены в объекты охраны ЮНЕСКО. Помимо них в стране встречаются из необычных долины шаров в Мангистау, прийти к однозначному выводу о происхождении которых ученые не могут по сей день, парк Алтын-Эмель, где можно погулять и посмотреть на застывшие скалы, останки вулканической лавы, полезные родоновые источники и 700-летнюю иву. К более традиционным красотам здесь относится Катон-Карагай с огромными снежными горами, где можно встретить снежного барса, краснокнижного черного аиста и поля тюльпанов, родиной которых, кстати, как раз считается Казахстан. В Казахстане находится и самый высокий водопад в Центральной Азии, 168-метровый Бурхан-Булак. Далее это Чарынский каньон возрастом более 12 миллионов лет, который часто сравнивают с Гранд-каньоном Америки. Также в стране можно найти свою Швейцарию, озеро Боровое со своими кристально чистыми озерами, хвойными лесами и живописными сопками, особо популярными во времена зимнего спорта. Можно здесь обнаружить и более необычные места. Это Каинды с чистой изумрудной водой посреди горных вершин, из которой растут вековые сосны. Нельзя также не выделить феноменальное наполовину соленое и наполовину пресное озеро Балхаш, летом забитое туристами. В живописных же горах юга Казахстана находится самый высокогорный каток в мире – Медео на высоте 1691 метр вблизи Алматы. Он держит рекорд самого большого искусственного ледового поля в мире, а посетителям на нем было поставлено аж более 200 рекордов из книги рекордов Гиннесса. Сам же город Алматы когда-то и вовсе был столицей страны, которых за всю историю можно насчитать аж 5. Первый был город Туркестан, ныне считающийся культурным центром страны возрастом в 1500 лет, несущим важную роль для мусульман. Так, например, 3 паломнических похода в Туркестан приравниваются к малой хадже в Мекку. Такая важность города вышла из-за местоположения города у территории Великого Шелкового пути. Именно в Туркестан съезжались люди за всей Средней Азии для торговли и распространения своей веры. Наравне с Туркестаном в этом деле был город Тарас. И в то время как ислам пришел в страну с арабскими завоеваниями, впервые в Казахстан пришло и христианство именно через торговый путь. Таким образом распространялся и буддизм, памятники которого находятся на востоке и юго-востоке современного государства. Следующей же столицей стал Алаш-Кола, заречная слобода в пригороде современного Семея. Столицей он стал всего на пару лет в результате восстания и попыток Казахстана отделиться от России во время революции 1917 года. Очень частые попытки казахов отделиться от Российской империи тогда впервые обернулись успехом с образованием национально-освободительной партии Алаш, при том, что колонизация казахских земель началась с просьбы самих казахов. Тогда казахское ханство уже распалось на 3 государственных образования – младший, средний и старший Жуза. Причины такого раскола до сих пор непонятны. После же принятия единой территории в состав империи началось жесткое освоение территорий, принуждение к труду, ущемление прав и конфискация земель. В связи с таким гнетом за историю Казахстана как колонии произошло более 400 бунтов и восстаний, подавление которых принудило перекочевки более 1,5 миллиона казахов с родины. Далее столицами были еще 3 города – Оренбург, Кызылорда и Алматы. Сейчас же главный город страны Астана, самая молодая столица в мире, название которой переводится с казахского как столица. Город был и назван, и спроектирован первым президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, желанием придать столице евразийский стиль, совмещающий традиции и Запада, и Востока. Но сам план строительства был поручен известному японскому архитектору Кисе Курокаве. Казахстан ведет очень миролюбивую политику, и когда при распаде СССР стране достался 4-й по величине ядерный арсенал, его сразу же вывезли в Россию и распродали. Ранее же именно казахстанский Семипалатинский ядерный полигон был главным полигоном Советского Союза. Помимо того, что там было произведено 468 взрывов, в частности с тестами оружия на животных, косвенно пострадало более 1,5 миллиона жителей близлежащих населенных пунктов. Это послужило поводом к закрытию полигона Нурсултаном Назарбаевым 20 августа 1991 года. Но не только Нурсултаном Назарбаевым может славиться Казахстан. Стоит выделить великого математика, физика,
психолога, философа, считающегося вторым после Аристотеля философом в мире, Аль-Фараби. Нельзя не упомянуть и великого казахстанского писателя, равного Пушкину у россиян, Абая Кунабаева, которому установлено множество памятников в мире. Вспомнить стоит и современного чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина, режиссера Тимура Бекмамбетова, однажды собравшего в своих фильмах Анджелину Джоли, Моргана Фримена и Джеймса Макэвоя. И, конечно, нынешнего президента Касым-Жомарт Токаева, очень любимого сейчас жителями Казахстана за реформы и движение страны в новом направлении, отошедшей от политики Назарбаева. Казахстанцы преуспели по аэробике, поставив рекорд по массовому занятию аэробикой — 4 миллиона 845 тысяч человек одновременно. Все это происходило в шатре Хан Шатыр, 150-метровом сооружении, занесенным в книгу рекордов за эту самую высоту шатра. Похожий рекорд ставили и дамбристы страны. 10 тысяч музыкантов одновременно играли народный кюй — кенес. И 101-й секретный факт по классике у нас в Телеграме, по ссылочке в описании или комментариях. Не забывайте заходить на сайт DX Racer, прикупить себе новый офигенный стол, этот божественный стол с 10% промокодом зараз. Продолжайте смотреть 101 факт в этом плейлисте, там была и Россия, Украина, Беларусь, в общем, уже много чего. Мы будем продолжать, мы видим вашу поддержку, спасибо. Поддержите нас и тут, лайк, комментарий, думаю, с вас ничего не упадет, а нам действительно будет приятно, ведь мы всей командой старались. Если идете смотреть дальше, то супер, встретимся в следующем ролике. Ну а если уходите, то, соответственно, пока.